Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня с вами готовим вкуснейшее блюдо из моего советского детства. Это гуляш из говядины. Для гуляша следует выбирать мягкие куски туши. Это либо шея, либо кусок из длинной мышцы. У меня 600-700 грамм говядины из длинной мышцы. Далее 2 луковицы, чайная ложка томатной пасты, мука 1 столовая ложка с горкой или 2 столовые ложки без горки, чайная ложка соли, лавровый лист, 1 перчинка душистого перца и 1/3 чайной ложки черного перца горошком. И я всегда, когда делаю гуляш, я использую паприку. У меня 1 чайная ложка. Вообще гуляш это венгерское считается блюдо, поэтому паприка в Венгрии используется практически везде. Она придает гуляшу неповторимый вкус и аромат. Поэтому, если есть у вас паприка, желательно ее использовать. Ну что ж, приступим к приготовлению блюда. Для начала нарежем кубиками говядину. Кубики примерно размером будут 2 сантиметра. Друзья, вот еще хочу вам показать. Видите, вот такие есть пленки на кусочке мяса. От них желательно избавляться, потому что чтобы они стали мягкими, их надо готовить не менее 3 часов. Поэтому острым ножом зачищаем кусок мяса вот от таких пленок. Друзья, вот такими кусками я нарезала мясо. И не забываем, что мясо нарезаем всегда поперек волок. Лук особо не мельчим, он все равно при тушении мяса растворится, поэтому нарезаю его небольшими четвертинками. Разрезаю лук пополам, потом еще раз пополам и нарезаю такими тонкими долечками. Вот так. На сковороду я налила масло, накалила ее хорошенько, и теперь на большом огне буду обжаривать лук и мясо. Сначала выкладываю лук, для того, чтобы он отдал весь свой аромат маслу. Как только вы услышали вкусный запах жареного лука, тут же добавляем мясо. Мясо добавляем к луку для того, чтобы мясо сразу напитывалось при обжарке вкусным ароматом и соком лука. Минут 5 мясо обжаривалось с одной стороны, и теперь я перемешаю мясо, чтобы оно обжарилось с другой стороны. Аромат стоит неописуемый. Так вкусно пахнет мясо, жареное с луком. При этом вы видите, что лук не зажаривается до коричневого цвета. Он просто отдает свои вкусы и ароматы мясу. Теперь я добавлю в сковороду паприку. И буду жарить мясо до того момента, пока сок не выпарится. Ах, какой аромат! Мясо обжарилось, и теперь самое время посолить его и приправить. Отправляем соль, отправляем черный душистый перец и лавровый лист. И заливаем мясо
кипящей водой. Мясо заливаем так, чтобы покрыть его полностью. Теперь убавляю огонь до минимума. Все перемешаю. Накрою крышкой и буду тушить мясо до готовности. Пока тушится мясо, сделаем соус для подливы. К столовой ложке муки добавим томатную пасту и постепенно добавлю 200 мл воды. Размешаем. Добавим еще. Добавляйте немного, чтобы удобно было размешивать соус без комочков. Чтобы избавиться от комочков, лучше взять венчик. Выльем всю воду и опять размешаем. Соус готов. Друзья, мы соус не солим, не перчим, не приправляем, потому что все приправы и соль у нас уже находятся в сковороде, где тушится мясо. Друзья, мясо у меня тушилось 1,5 часа, кусочки стали мягенькими. И теперь я в сковородку добавляю приготовленный нами соус. Размешаю. И дождусь, когда подлива в сковороде закипит. Мясо в соусе достаточно прокипятить 2-3 минутки на медленном огне под крышкой, затем дать ему настояться минут 15-20. Блюдо обязательно нужно в конце попробовать на соль. Если вам недостаточно соли, добавьте. Итак, друзья, вкуснейшее блюдо венгерских пастухов гуляш готово. Существует 1000 вариаций рецептов данного блюда. В наши дни это по большей части тушеное мясо в подливе. Вы знаете, мясо готовилось 1,5 часа. Оно настолько вкусное, настолько нежное, просто тает во рту. Кто любит мясо с соусом, для того это блюдо, конечно, будет коронным. Приглашаю вас всех испробовать данный рецепт. Надеюсь, что он вам понравится, потому что я знаю, что и взрослые, и дети с удовольствием едят это блюдо. Оно очень вкусное. Знаю, во многих семьях готовят, но сколько людей, столько и мнений, как говорится, столько же и рецептов. Каждый готовит на свой вкус, каждый вносит какую-то свою изюминку. Надеюсь, что этот рецепт вам понравится. Готовьте с удовольствием. Радуйте свою семью, своих близких. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. До новых встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.